Любителям головоломок может понравиться Sweet Dreams, Алекс. Милая, добрая, для всей семьи. Алекс с родителями недавно переехали, поэтому мы каждую ночь отгоняем от ее кровати кошмары, которые выглядят как-то так. Да. Мне не дает покоя, почему они похожи на ворох щупальцами или, пардоньте, на сопли. Обычно кошмары изображают в виде жутких животных или черных силуэтов, потому что многие в детстве боятся именно темноты. Кстати, если постараться, их тоже можно изобразить мимимишно. Количество ходов у комаров. Количество ходов у кошмаров ограниченное, поэтому, чтобы не дать им добраться до кровати Алекс, мы строим максимально витиеватые и неудобные лабиринты. Забавно, что самый очевидный вариант решения этой проблемы — полностью перегородить им путь — не вариант. Кошмары просто начинают возмущаться, и нам нужно обязательно оставить путь к кровати открытым. Вообще их роль мне не особо ясна, потому что в дальнейшем медведь, да, плюшевый медведь, называет их снами и учит, что они, цитирую, «создания сообразительные и заботятся о своей безопасности. Прежде чем перейти дорогу, они смотрят в обе стороны». Иными словами, они подают хороший пример. Я не хочу устраивать поиск глубинного смысла во всем этом. Игра позволяет нам решать некоторые задачки творческим способом. Хотя мы можем, как хотим, размещать объекты в пределах игрового поля, все же на уровнях с ограниченными ресурсами пару коробок не в том месте привозят к привозят. Господи, что за пару коробок не в том месте приводят к провалу. Сложность растет постепенно и немного варьируется. Конечно же, мне больше всего понравились уровни, в которых объекты для размещения бесконечные. Сидишь себе, рисуешь и смотришь потом, как кошмары страдают, пытаясь доползти до кровати. Help me! Help me! Это немного напомнило мне, как достать соседа. Ох, в детстве я обожала эту игру. На уровнях время от времени попадаются страницы из дневника, которые завели родители Алекс, чтобы записывать в него все интересные события, которые происходят с ними в новом доме. Кстати, в главном меню мы можем настроить внешность Алекс, кровать и дом. Хотя я, честно говоря, не понимаю зачем. Наличие кастомизации — это всегда хорошо, но в данном случае в ней нету смысла. Так же, как и в перемотке ниже X4. Потому что крохотную пиксельную кроватку почти не видно на уровнях, а кошмары на X1 ползают со скоростью улиток. Sweet Dreams Alex — очаровательный пиксель-арт. Конечно, не на уровне Sea of Stars, но достаточно милый. По ощущению, разработчики хотели, чтобы мы спали вместе с Алекс. Это прозвучало как-то неправильно. В смысле, на фоне приятных пастельных тонов играет размеренный, умиротворяющий лоу-фай саундтрек. Под это я могла бы на полном серьезе спать. Люблю играть в подобные игры во время путешествий. Можно вечерком завалиться в кроватку с ноутом и немного позалипать перед сном. Ляпота. Не хочу слишком много спойлерить, ведь вся соль в том, чтобы решать загадки самостоятельно. Тем более, что уровней в Sweet Dreams Alex тьма тьмущая. Так что любителям головоломок хватит надолго. В общем, дерзайте. Я пока, пожалуй, пойду разомнусь, окунусь во тьму. А то что для меня это какой-то перебор пупусечной ванили. Услышимся. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature,
and it haunts me somewhere much deeper.